Всех приветствую на моем канале. Я как-то уже выкладывала узор по вязанию вот таких вот зигзагов поворотными рядами. Ссылочка у вас сейчас в верхнем правом углу экрана. Кто не видел, посмотрите. И совсем недавно мне поступил запрос о том, чтобы я сделала мастер-класс по вязанию вот таких вот зигзагов именно по кругу. И после этого запроса осыпалась буквально лавина этих запросов, и я решила снять мастер-класс по вязанию этого узора именно круговыми рядами. Если это вам интересно, то уже сразу же поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. А я вам сейчас покажу, как красиво стыковать ряд при вязании такого узора, чтобы не было ступенек, чтобы все накиды были всегда на одном уровне. Я связала небольшой образец по кругу, и сейчас я вам покажу, как выглядит именно стык рядов. Вот она, ниточка от начала ряда. Посмотрите, все накиды на одном уровне. Я прятала сам стык рядов именно в том месте, где у нас идет вот такая вот лицевая дорожка, которая образуется за счет провязывания 3 петель вместе. И эти 3 петли я еще и распределяла. Вот посмотрите, вот эти 3 петли вяжутся вместе с центральной петлей. И причем у меня 2 петли от этой троицы в начале ряда, а последняя петля в конце ряда. И то есть стык рядов у меня спрятан внутри вот этой вот троицы петель, которая вяжется вместе. И за счет этого у нас нету ступеньки между стыком рядов. То есть стык рядов, он как бы внутри, вот под этой вот лицевой косичкой, и ступенька сглаживается, и накиды находятся на одном уровне. Вот накид конца ряда, вот накид начала ряда. Давайте приступим к вязанию, и я уже вам более точно покажу, как выполнять такую стыковку рядов. Для вязания узора необходимо набрать количество петель кратное 8 и плюс еще одна петля для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Теперь наши петли мы перераспределяем на спицы. Я перераспределила петли между 3 спицами, и теперь необходимо замкнуть вязание в круг. Для этого мы самую первую набранную петлю, следите, чтобы петли на спицах не были скручены, были повернуты одинаковой стороной к нам, берем первую петельку и надеваем ее к последней. Затем берем вот эту последнюю петлю, от которой тянется рабочая нить, и накидываем на самую первую петлю и затягиваем, потянув за края рабочей нити. Все, мы замкнули вязание в круг. Теперь приступаем к вязанию первого ряда. Как я уже сказала, стык рядов будет проходить прямо по 3 петлям вместе. То есть у нас одна петля будет для 3 вместе в конце ряда, а 2 в начале. И начинаем мы с того, что вот эти 2 петли, которые должны будут провязаться 3 вместе, мы вяжем просто лицевыми. Вяжем 2 лицевые, провязывая их по одной. Первая и вторая. Дальше идут 2 лицевые. Один накид. И приступаем к вязанию раппорта узора. Лицевая, накид, 2 лицевые. Следующие 3 петли нужно провязать вместе. Для этого их нужно развернуть таким образом, чтобы вязать их было удобно за заднюю стенку. Посмотрите, я вот так подхватила 3 петельки, надевая сначала первую петлю, разворачивая ее таким образом, чтобы вязать за заднюю стенку. И затем ввожу спицу сзади
Сначала в первую петлю, а потом во вторую. Вяжем 3 вместе с центральной петлей за задние стенки. Дальше идут 2 лицевые и накид. Обращайте внимание, чтобы именно петли на спице заканчивались накидом. Вам будет удобнее тогда вязать узор. У вас не получится такого, что при вязании 3 петель вместе у вас одна петля на одной спице, а 2 петли на другой спице. Ну, либо наоборот. То есть не надо будет в процессе вязания перетасовывать петли на спицах. Заканчиваем всегда накидом, то есть целым раппортом. И дальше мы начинаем повторять раппорт узора. Начинается он с лицевой петли. Итак, вяжем весь ряд до конца. Я провязала несколько раппортов узора, закончила накидом, и в конце ряда у нас будет оставаться 4 петли. И я начинаю вязать еще один раппорт узора. Начинаю его с лицевой, выполняю накид, вяжу 2 лицевые. И дальше нужно вязать 3 петли вместе. Но у нас осталась на спице только 1 петля. А мы помним, что мы в начале ряда 2 петли от этой троицы провязали просто лицевыми. И смотрите, что мы сейчас делаем. Мы эту последнюю петлю надеваем на первую спицу, то есть как бы передвигаем ее в начало ряда. И только теперь провязываем 3 петли вместе. Точно таким же образом. Я поменяла местами петли, вяжу их 3 вместе. То есть мы начали вязать уже второй ряд узора. И остальные петли второго ряда вяжем просто лицевыми, включая накиды. Вот накид, я его вяжу лицевой. Вяжем весь ряд до конца. Я закончила ряд из лицевых петель. Приступаем к вязанию третьего ряда. В прошлом ряду мы здесь провязали 3 вместе. Сейчас опять же начинаем просто с 2 лицевых. Затем вяжем 1 лицевую, накид и еще 1 лицевую. И приступаем к вязанию раппорта узора. 2 лицевые, накид, 1 лицевая. Следующие 3 петли будем вязать 3 вместе. Точно так же меняем петли местами. Одна лицевая. Накид, 1 лицевая. На этом раппорт узора готов. Дальше повторяем. Две лицевые и так далее. Вяжем ряд до конца. Опять я провязала несколько раппортов, и в конце у меня осталось 4 петли. Начинаю вязание следующего раппорта с 2 лицевых, накид, лицевая, и следующие петли нужно вязать 3 вместе. У меня осталась опять последняя петля на спице, и я ее точно так же возвращаю в начало ряда. И теперь вяжу 3 вместе.
И следующий, весь ряд, он четвертый, я вяжу просто лицевыми петлями. Накиды также вяжу лицевыми. Я закончила ряд из лицевых петель. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Опять же, у нас здесь должно быть 3 петли вместе. Мы вяжем просто вместо этого 2 лицевые по одной. Первая и вторая. Затем выполняем накид. 2 лицевые. И приступаем к вязанию раппорта узора. 3 лицевые. Накид. Следующие 3 петли вяжем вместе. Накид, 2 лицевые. Раппорт узора готов. Дальше вяжем весь ряд до конца, повторяя раппорт узора. Начинаем с 3 лицевых. Я провязала несколько раппортов, и в конце ряда у меня осталось 4 петли. Вяжем еще один раппорт. Начинается он с 3 лицевых. Накид. И следующие 3 петельки нужно вязать вместе. И мы опять поступаем точно так же. Мы последнюю петлю ряда возвращаем в начало. И только теперь будем вязать 3 петли вместе. Не теряйте накид, который получился в самом конце ряда. Начинается 6-й ряд, и в 6-м ряду все петли вяжем лицевыми, включая накиды. Я закончила 6-й ряд из лицевых петель, и дальше мы начинаем повторять раппорт узора в высоту, то есть вновь вяжем с 1 по 6 ряды, и так на необходимую высоту. Если этот урок вам оказался полезным, не забудьте про лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Делитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч. Всем пока-пока.